Ну что, друзья, всем привет! Снимем долгожданный обзор этой Таврии, чтобы вы сделали для себя свои выводы. Стоит ли чем-то подобным заниматься, сколько это стоит, насколько получилось все логично. И, может быть, если откатить время назад, я бы не сделал этого, а купил уже что-то готовое. Ну и для наглядности, конечно же, нужно это с чем-то сравнить. А с чем я могу это сравнить? С самым доступным внедорожником в наших реалиях. Это Нива. Покажу, как она карабкается в горы. Также поднимем на яму, чтобы в вашей голове сформировалось четкое понимание, что это за такая короста и для чего она вообще создана. Обо всем по порядку. Погнали. В двух словах расскажу про историю создания. То есть изначально я вообще хотел купить Ниву. Ну, поездив, посмотрев, что предлагают там за какие-то сумасшедшие деньги, за $3000, я посмотрел автомобиль, который нужно варить, его нужно красить, полностью перебирать, раздатки, все это гудит, мосты гудят, салон труп. Ну, это 300 тысяч России, если что. И я понял, что этот вариант мне не подходит. После чего мне подписчик предложил, говорит, нужна ли тебе Таврия? Я думаю, да какая Таврия? Ну, что мне с ней делать? Он говорит, ну, заедь, просто глянь. Я заезжаю, смотрю, что действительно там парочка жуков, состояние отличное, пробег 90 тысяч. Я думаю, блин, ну грех не взять. Взял, начал ездить и понимаешь, что, ну, блин, это тот Жигуль, который сегодня работает, а завтра ты подходишь, начинаешь его заводить, а он не заводится. Поэтому я думаю, блин, а что если с нее не сделать полноприводную? Поменять тормоза, подвеску и все эти дела. И потом что-то начал мониторить объявки и смотрю, как битый Субарь продается. Ну, все-таки я его, грубо говоря, взял за 700 баксов. В итоге тачку я взял за 500, купил за $700 Субаря. Общая сумма запчастей и всех автомобилей где-то в районе $2500. Это где-то 200 тысяч рублей. Но так как если бы я делал это сам, этой бы цифрой все и закончилось. Мне нужно было это сделать быстрее, мы снимали проект. Я решил просто подключить ребят, которые мне помогали. Ну и работа ребят стала где-то плюс-минус в эти деньги. В итоге весь проект стал где-то в районе $4000. Я говорю еще раз, если для кого-то эта цена большая, эта цена могла бы закончиться $2000. При этом на сегодняшний день Ниву исправную за $2000, за 200 тысяч рублей не купить. Абсолютно. С чем я в дальнейшем столкнулся и чем же хороша Нива и чем же хренов этот проект? Тем, что если вдруг тебе в будущем нужно будет поменять ГРМ, какие-то запчасти, это то, что я до этого говорил, да? Это стоит нормальных денег. Вот, допустим, ГРМ здесь поменять, ну, я не знаю, ну, долларов 200-300. Это 30 тысяч рублей. Наверное, несколько моторов на Ниву можно купить за эти деньги. И вот это является слабой стороной этого автомобиля. Но при этом все мы прекрасно знаем, что за все хорошее нужно платить. Говно тебя найдет само, а за золотом нужно бегать. Здесь насыпь, я не знаю, метров высота 8, наверное. И сейчас я хочу попробовать заскочить на эту гору. Сейчас попробую усложнить. То есть где-то на третьей пути. Вот, она стоит.
Сейчас отсюда попробуем стартануть. Но это, мне кажется, уже совсем практически невозможно. Но этой машине еще ни одна гора не была проблемой. Ну да, тут уже не хватило ей разгона. Воу-воу-воу-воу. Бля, ну только дай мне хоть раз куда-нибудь так тоже заехать. Заехать? Ну, Да, надо заехать. давай. Только подожди, я тебе сейчас инструктаж пройду. Первую врубаешь. Первую. И пошел. И газ жмешь, не стесняешься. Ну, то есть, чтобы она тянула, чтобы не захлебывалась. Если начнет захлебываться, то Печки прям резко. тепло, да? Женьку даем возможность попробовать без опыта, можно сказать. Ну, гора, она вроде бы и кажется через ширик небольшой, но вот в сравнении чик, то есть вот горизонт идет, вот, хоп, видите, да? Вот она по одному горизонту руку веду, хоп, то есть насколько она высокая. Это что-то там, кстати, простреливает глушитель. Давай первую. Да, газ. Газуем, Игорьки, стартуем. Газ. Газуй. Давай. Еще. Да. Давай. Вообще легко просто легкость. Реально приятно. Да? Тянет, вообще пофигу. Самый популярный среди россиян бренд умных часов – это тюменьцы Case Guru. Потому что Тюмень часы доступны для любых зарплат, а по уровню обошли зарубежные. Все потому, что Тюмень часы выполняют функции смартфона. В смарт-часах Case Guru есть гарнитура, можно разговаривать прямо в них. А еще набирать номер и читать сообщения. Часы Case Guru совместимы с разными системами Android, iOS и Windows. За секунды синхронизируются со смартфоном. В отличие от Apple Watch, совместимых только с Apple. Часы Case Guru работают без зарядки до 10 суток, пока яблоки за 100 тысяч тянут 1,5 дня. Но Тюмень часы стоят в 10 раз меньше. Ремни часов Case Guru из гипоаллергенного силикона, не раздражают и не натирают запястья. Другие бренды либо экономят на материалах, либо дерут за это огромные суммы. Смарт-часы CG Watch Force могут попасть в книгу рекордов Гиннесса. В них больше 100 спортивных режимов и корпус из авиационного алюминия. Личный тренер на руке. CG Watch Round – первые в России смарт-часы с экстремальной защитой. Корпус из суперпрочного авиационного алюминия, а не из хлипкого пластика, как у бюджетных часов. У часов CG Watch Classic разрешение дисплея, как у флагмана Apple. Все потому, что экраны заказывают на одном заводе, а стоят в разы меньше американцев. Как особый бонус тюменцы дают пожизненное обслуживание к гарантии и хорошую скидку на свои устройства. Сканируй QR-код или переходи в описание, там ссылка на умные часы CG Watch по разумной цене. Промокод Маляр на скидку до 500 рублей. Значит, пока костерок шуршит, сейчас я вам расскажу, что же у нас под капотом и с какими нюансами и проблемами мы столкнулись. Ну, первый нюанс и проблема – это этот мотор не вставал в базу в Таврии. А не вставал почему? Потому что он, ну, понятное дело, длиннее. Поэтому 30 сантиметров мы наращивали. Вот можете обратить внимание. Вот здесь варили лист металла. Вот, все это загнули, сделали усилители. Ну, как бы мы не старались здесь сделать идеально. Вот, получилось так, как получилось.
Здесь, соответственно, тоже морду наращивали. Делали новое крепление под фары. Про фары я чуть позже расскажу. В принципе, сам мотор. Значит, это 2,5-литровый, 150-сильный. Коробка автомат, позитный мотор. Значит, что мы сделали для того, чтобы определенно, конечно, он весит побольше, чем штатный Таврий. Мы сделали, во-первых, переварили стаканы. Стаканы здесь стоят в верхней чашке от Subaru, чтобы можно было поставить штатную подвеску. Вот видите, да? После чего обшили все это металлическими листами и просверлили отверстия для того, чтобы было возможность это обработать и дополнительную жесткость добавить. Вот. Дальше идет труба усиления, упирается в наш импровизированный лонжерон из профильной трубы. В принципе, все, что есть в Subaru 97 года, Subaru Legacy, то здесь есть. Есть гидроусилитель. Правда, сейчас он что-то на повышенных оборотах работает хорошо, на пониженных что-то такое ощущение, как не дорабатывает. Но у меня есть одна мысль, я ее разберу. Там переставлю пластины и должно работать правильно. Также мы здесь сделали упор, добавили жесткость стаканом. Как правило, на спортивных автомобилях ставят такие распорки, а мы здесь сделали, можно сказать, сразу это усиление, и теперь стаканы у нас стоят жестко. Также менялись тормоза, все полностью, причем тормозные трубки, тормоза идут по салону, как и у Subaru. Вот когда я столкнулся с Subaru, честно говоря, я немножко преисполнился философией Subaru и понял, что тачка действительно очень продуманная и очень крутая и заточена под внедорожье. Все трубки, которые идут через салон. Топливные магистрали, тормозные магистрали. В моем случае топливные трубки идут под днищем. Они идут у нас под тоннелем, а тормозные трубки идут по салону. Была возможность, конечно, пустить их по салону и топливные трубки, но там и так место ограничено, мы не сообразили, куда поставить, поэтому как бы обошлись, пустили просто по тоннелю. Передние фары были куплены на Wildberries или Озон, я уже не помню. Светят просто потрясающе. Заявлено, конечно, было, что там будет и ближний, и дальний. Но, как оказалось, там есть только ближний. Но, в принципе, мне этого достаточно. Также поставил от чертолета Нивы. Это габаритные огни и поворотники. Очень удобно и мне очень нравится, как они светят. Что габариты, что поворотники. Дальше по морде есть моменты. Радиаторную решетку я просто сделал с алюминиевой, купил на рынке. Потому как здесь, видите, капот открывается таким образом. И любую решетку, которую ты сюда поставишь, он просто ломает. Поэтому это вот такое исполнение, это идеальное решение для моего автомобиля, так сказать. Здесь я сделал крепление для GoPro, здесь крепление для GoPro, здесь поставил точно такую же сетку от попадения каких-то камней, крупных жуков и защищает радиаторы от проникновения туда всякой ерунды. Значит, капот мы сделали раптором. Почему? Столкнулись с такой проблемой, когда ставили газовые упоры. Идем сюда. Да. Когда ставили газовые упоры, их было здесь 2 штуки, потом я один убрал, достаточно одного. Когда просверливаю отверстие, тачка уже была покрашена, и, короче, закусывает сверло и ударяет об лицевой лист металла. Ну и я понял, что, блин, какой смысл этим заниматься, какой смысл это перекрашивать. Просто подшпаклевали это место и просто раптором закатали. А потом я посмотрел, что так вроде так даже и прикольнее смотрится. Машина, у нее морда казалась сильно длинная, а вот черный цвет позволил это, как говорится, скрасить. То есть сейчас так это не смотрится. В принципе, под капотом все, что там. Бля, да, ну.
из важных критериев при постройке внедорожника, вам его, когда вы его сделаете, не должно быть жалко. Почему именно я и выбирал белый цвет? Это потому что, когда я вот, смотрите, вот сюда заезжаю, здесь очень узко. Здесь ветки, суки, кусок дерева. Все это царапает тачку. На белом это не видно. Если бы это был черный цвет, черный раптор, неважно что, косяки бы были видны. Ни одной царапины. Вот я сейчас ехал здесь, скрежетало, скрипело. Но, к примеру, я приехал вот в такое красивое место. Да? Здесь дороги нету. Для того, чтобы сюда подъехать, придется дорогу прокладывать самому. И вот когда вы строите внедорожник, знаете, идеальным он, красивым не должен быть. Если он у вас будет идеальный и красивый, вы будете его жалеть. Но для того, чтобы максимально получать удовольствие от внедорожника, его необходимо эксплуатировать по кустам, по корягам, по канавам. Его не должно быть жалко. Порой даже, может, нет никакого смысла сделать внешку внедорожнику. Пускай какой гнилой, пускай он там ржавый, но его не должно быть жалко. Вот те, кто покупает рубиконы, там шмериконы, отдают по 2, 3, 5, 10 миллионов за свои внедорожники, они с асфальта не съезжают, понимаете? Какой смысл в внедорожных качествах твоего автомобиля, если ты внедорожье, бездорожье даже и не видишь? Имейте в виду, белый цвет для бездорожья — это идеальный цвет. Кто бы что ни говорил. Смотрите, какой красавец там плавает. Да. В городе такое ты не увидишь. Только если в зоопарках. Ну, это, конечно, не каждому это надо. Я, наоборот, люблю там, где меньше народу. На природе. Тихо, спокойно. Вот недавно ездили, отдыхали там в Италию, да, Рим, Венеция. Я, честно говоря, не понимаю, как можно от этого получать удовольствие, если там столько людей, это суета, этот шум. Ты идешь по этой улице, вроде красивой, там строили ее 1000 лет назад, но ты смотришь не на эту красоту, а ты смотришь под ноги себе, чтобы не наступить на пятки впереди идущему человеку. Какой в этом смысл? У тебя нету возможности даже остановиться, оглядеться, кайфануть от этой красоты. Ты тупо бегишь с этими экскурсиями. Все это пидерсия. Вот где кайф. Тишина. Слышишь? Тишина. Даже вообще ничего не слышно. Вот где кайф. И друг рядом плывет. Смотри, какой красавец. Ай-яй-яй, кайф. Вот где кайф. Колеса, значит, R15. Зимняя резина стоит круглогодичная, я буду на ней ездить. Многие говорят, что тебе нужно сюда R16 поставить, чтобы она была типа больше, выше. Но на самом деле не особо понимаю. Вот этого вот конфига тачки абсолютно достаточно, чтобы не в соревнованиях участвовать, а чтобы как бы заниматься повседневной жизнью, съездить на рыбалку, съездить на природу, погонять по каким-то горкам, которым я вам уже показывал, тем горкам, которым мы заезжали. Ну, даже не каждый внедорожник на нее сможет заехать, это я просто готов спорить, потому что не хватит мощности мотора и будет большой вес. В моем случае легкая машина, мощный мотор, она поднимается практически в любую горку. Что хотел сказать по тормозам? Тормозов здесь, ну, по ощущениям, хватило бы 30% от того, что есть сейчас. И это было бы уже хорошо. Здесь я на тормоз практически вообще не нажимаю. Я отпускаю газ, машина на автомате начинает тормозить мотором, и я чуть-чуть касаюсь тормоза. Буквально чуть-чуть. Поэтому запас просто колоссальный. Если резко дать в тормоз, то как бы можно и головой стекло пробить, если что. Ну, понятное дело, АБСа нету, автомобиль сразу идет юзом, поэтому как бы здесь нужно быть максимально аккуратно. Колеса, значит, у меня резина накачана где-то 1,6, 1,8
атмосферы. Почему? Ну, когда необходимо 2,2. Потому что подвеска, она заточена под субаровскую. А вес, ну, если по Subaru там 1400, а это пускай где-то там 900 килограмм-тонна, то жестковато. Поэтому я немножко приспускаю колеса, и ездить в таком вот случае максимально комфортно. То, что я заметил уже потом, но изначально это не было продумано, но так получилось. Обратите внимание, что слева колесо и справа колесо находится ровно посередине водителя. О чем это говорит? Когда ты едешь по бездорожью, вполне возможно у Нивы то же самое. Короткая база, она всегда выигрывает, потому что когда твой перед поднимается, там, либо зад, водитель посередине остается всегда, как сказать, в невесомости. То есть он не колеблется. Вот я сажусь на батькиного Пассата, хотя вроде и подвеска, все исправно абсолютно, но я не могу ехать с такой же скоростью по ямкам, как я могу ехать на этой малютке. И действительно, когда ты едешь вот по каким-то вот этим ухабам, ты наваливаешь вообще на нормальной скорости, и тебя просто не колышет. Вообще едешь просто с максимальным комфортом. Хотя вроде короткая база, о каком комфорте можно говорить. Но вот тут получилась вот такая вот забавная история. За счет того, что база Subaru шире, соответственно, колеса выпирают. Изначально я думал, да буду кататься так, но на самом деле не прокатило, потому что как только ты заезжаешь в грязь, вот эта вся грязь подлетает и залетает тебе в открытое окно. Если ты ездишь летом, то, понятное дело, проблема. Поэтому решили сделать с профильной трубы вот такие брызговики, фендера так называемые. И теперь, в принципе, это отлично. Ну, как бы выглядит так себе, но на самом деле, когда я делал этот проект, о том, как он будет выглядеть, я думал в последнюю очередь. Все постоянно спрашивают по поводу техосмотра, по поводу регистрации автомобиля. Значит, что касаемо регистрации. Автомобиль стоял изначально на мне на учете. Каких-то проблем с постановкой на учет сейчас, ну, нету, потому что автомобиль стоит на учете. А вот если его нужно будет снимать с учета, вполне возможно, вопросы будут. Техосмотр я не проходил, даже не совался туда. Во-первых, нету дальнего света. Во-вторых, у меня нет ручника. Еще раз, техосмотр проходить не проходил, с регистрацией проблем нет, потому что она стоит на регистрации. А если ее нужно будет продавать, возможно, тогда какие-то проблемы и возникнут. Но это уже будет потом. Ну, в принципе, когда я ее делал, я не планировал ее продавать, потому что я знаю, что такие проблемы могут возникнуть. Я сделал просто машинку для себя, для выходного дня, куда-то поехать на природу. Потому что я такой человек, я в прошлом перекуп, да. Какую-то машину я сделаю, она мне надоедает, к примеру, через 2 месяца. Я уже думаю, блин, надо ее продать. Ты ее продал, а потом такой думаешь, блин, а хочется на природу, а не на чем на природу поехать. Потому что я люблю заехать на природу туда, куда другие заехать не могут. Вот. И поэтому, когда я делал, я знал, что пускай она будет, чтобы вот я ее не мог продать, и буду я на ней ездить долго и счастливо. Вот такие вот дела. Так, ну, значит, с салона. Что бы я хотел сказать первое? Ну, то, что коробка автомат, это очень и очень комфортно. Если бы здесь была механика, во-первых, бы мне 3 педали в ногах бы не поместилось, потому что там место очень ограничено. Тоннель, в принципе, тоже он не мешает, ну, как бы место трохи скрадывает, да и бог с ним. Из-за этого пришлось обрезать немножко печку, и печка стала дуть, ну, процентов на 30 меньше, чем она дула изначально в Таврии. В Таврии печка дула настолько сильно, что приходилось зимой ездить с открытыми окнами, потому что было очень и очень жарко. Если сравнить, к примеру, Таврию с Нивой, ну, у нее такой же салон, как и у Нивы. У Нивы очень высокие сиденья, за счет этого чуть выше потолок. В этой Таврии получается ниже сиденье и ниже потолок. По ощущениям, удобнее сидеть вот конкретно в Таврии, чем в Ниве. Я пробовал и там, и там. Здесь посадка такая более спортивная, меньшая нагрузка на спину, и, ну, как бы более комфортно кататься. Значит, приборная панель, понятное дело, от Subaru. Вставить приборную панель и соединить с тавриевской, ну, это было достаточно сложно, ну, и как бы не было в этом большого смысла. Поэтому просто одели Subaru наверх, обшили этим карпентом,
карпетом, как он там называется. И, в принципе, все достойно. Добавили некоторые кнопки, там аварийки, там круиз-контроль. Ну, как бы круиз-контроль, как я уже говорил, особо не работает. Что я хотел сказать по поводу шумоизоляции, почему здесь нет у меня какого-то ковра там и так далее и тому подобное. Почему здесь только виброизоляция? Виброизоляция шум не подавляет, чтобы вы знали. Если вы хотите закатать свою тачку только вибрухой, вот этим вот битумным основанием, то тише ваша машина 100% не станет. Нужен второй слой, который убирает шум. В моем случае нанесена специально для того, чтобы машина, она не звенела как барабан. Вот она вся прошумлена, и она вот имеет такое шумоподавляющее свойство, ну не шумо, а виброподавляющее свойство. У тебя ощущение от автомобиля такое сбитое и крепкое. У меня подвеска там целая, и ты когда едешь на ней, вот кто не садится на ней, не проезжает, говорит, блин, а как она такая вот сбитая, крепкая? Вот именно ощущение это дает, это виброизоляция. Ну, конечно, при том условии, что у вас по салону ничего не гремит, подвеска не гремит, тогда автомобиль создается вот кто садился в новый автомобиль, это вот примерно вот то ощущение, про которое я говорю. Ну и то, не в каждом новом автомобиле имеется такое вот вибропоглощающее состояние. По поводу ковролина, почему я его сюда не носил? Потому что мне просто взять коврик, помыть, здесь просто попылесосить, здесь будет постоянно стоять вода. Потому что, ну, ездить по грязи, здесь ковролин, ты, ну, я не знаю, он будет лишний сборник влаги, мусора, ну, какой в нем смысл, что он дает. Так, крыша тоже прошлась специальным стандарт-пластовским материалом для виброизоляции крыши, да, очень-очень хорошо себя показывает. Но и опять же, когда ты едешь 110, в машине так или иначе есть шум. Но если, допустим, сравнить с Нивой, у Нивы настолько как бы странно сделана раздатка, что даже на новой Ниве, когда ты садишься и начинаешь ехать, гул такой сумасшедший, что больше 80, ну, прям ехать немножко стремновато. Когда ты будешь ехать уже 100-110, как, к примеру, я на это еду, там будет уже чересчур шумно. Честно говоря, до сих пор я не понимаю, зачем Ниве раздатка. Можно было бы сделать тоже постоянный полный привод, как и в Subaru. Кому нужна эта раздатка? Она нужна, там, я не знаю, 1% всех, кто ездит на этой Ниве. Значит, багажник не меньше, чем у Нивы, а плюс-минус то же самое. Как правило, в Нивах тоже никто здесь не ездит на задних сиденьях, потому что это физически невозможно. Вот, значит, у меня здесь что есть? Это вот такой, как сказать, подрамник внутренний, к которому крепится наружный подрамник. Здесь металл тонкий, не было возможности просто прикрутить сюда наружный подрамник задней подвески. Его бы вполне возможно вырвало бы. А такая вот импровизированная конструкция усиливает это все соединение. В принципе, нареканий на сегодняшний день здесь никаких нету, нигде ничего не отслаивается, нигде ничего не отламывается. Задние стаканы тоже были переделаны от Subaru, переваривали, потому что штатные стаканы от Таврии были очень-очень маленькими. И, понятное дело, нормально эксплуатировать и вставить сюда заднюю подвеску от Subaru, ну, не представлялось возможным. Сейчас будем преодолевать такой небольшой, ну, бродом это не назовешь. Короче, здесь лед. Видно, кто-то уже садился, палками все это подковыривали. Наша задача просто проскочить. Вроде бы здесь все промерзшее до основания. Но, тем не менее, надо проскочить. О,
Отлично. Ох, ебать. А, не до основания промерзша. Короче, я буду просто буду быстро ехать. Так. Это надо сейчас меточку одну положить. Я тут мути навел, сейчас не вижу, где тут лед, а где тут что. Но это вот еще одно преимущество легкой тачки. Толкнул лед под тобой. Да? Проскакивал, он такой чук в конце. Ну вот вижу, я даже не почувствовал. Это такое ощущение, как по асфальту пролетел. Подняв автомобиль, сразу что я хочу сказать. Бак, этот бак от Таврии. Конечно, сюда можно было поставить что-то больше, но что-то больше у меня не было. Можно, конечно, было сварить с алюминия, но это, в принципе, дорого. Бак от Таврии это 40 литров, даже, по-моему, 38. Проблема в том, что дальность этого автомобиля, соответственно, гораздо меньше, чем у того же самого Subaru. У него что-то в районе там от 60, по-моему, и выше. Если я не прав, поправьте в комментариях. Он был абсолютно целый, как бы гнили никакой нет. Почему? Я думаю, почему бы сюда его и не поставить, пускай он здесь и стоит. Единственное, что теперь не работает датчик уровня топлива. Ну, для меня это тоже не проблема, я практически всегда езжу под полный бак. Полностью заправил и смотрю уже по одометру, сколько у меня в баке остается. Задний подрамник от Subaru не было возможности поставить, потому как он был сгнивший в умат, и после ДТП его порвало, его согнуло, и то есть выравнивать его не было никакого смысла. Чтобы его купить, он каких-то там странных денег стоил, поэтому решили сделать сами. Сделали из профильной трубы и внедрили его в кузов. Здесь сделали такие импровизированные закладные спереди и сзади, и через соленблоки какие-то жигулевские, через втулки соединили все это с кузовом. Стоит отлично, работает шикарно. Задние рычаги, видите, сюда вставили регулировочный такой болт, чтобы была возможность отрегулировать схождение колес или развал. Поправьте в комментариях. Значит, задние тормоза дисковые, как и в Subaru. На 2,5-литровом моторе они стоят, ну я диаметр вам не скажу, но этих тормозов настолько достаточно, они настолько превосходят себя, что я ими практически не пользуюсь. Я иногда чуть-чуть касаюсь, потому что если хорошо вдавить, ну машина просто становится юзом. То есть переизбыточное торможение к весу этого автомобиля. Топливный насос это стоит от Газели. Возможность субаровский поставить не было, потому что субаровский стоит в баке. А в баке, соответственно, сюда мы субаровский не поставим. Поэтому поставили газелевский. В принципе, его хватает. Автомобиль едет как положено. Крепление задней части редуктора. Его пришлось обрезать. И пришлось ставить в то положение, в которое было удобно на этом автомобиле. Крепление соленблоков тоже у нас импровизированные. Делали мы из профильной трубы удлиненные лонжероны, так называемая интегрированная рама. Но колхозить здесь пришлось, как говорится, без исключения абсолютно практически все. При этом кардан пришлось немножко укорачивать и отдавать на переварку.
Балансировать не балансировали, вибраций никаких я в принципе не замечаю. Даже при езде 110 километров автомобиль себя ведет абсолютно стабильно, без лишних вибраций. Глушитель пришлось переделывать, наверное, раз 6, так как все мы экспериментировали, ничего не получалось. И в итоге мы нашли на разборке заднюю банку от какого-то пыжика. И вот тогда автомобиль начал работать на правильных частотах, по ушам не бьет, ездить в принципе приятно и комфортно, настолько, насколько это возможно. Значит, крепление передних рычагов. Если спереди он крепится к подрамнику, к своему штатному, то сзади пришлось крепить к интегрированной раме. Пришлось делать специальные короба, в них проваривать все эти резьбы, все это делать, натачивать, нарезать, где-то шайбы, где-то гайки. Пришлось повозиться, конечно, знатно, потому как это тоже небольшое смещение, и у тебя уже колеса будут стоять неправильно. Но в конце получилось вроде бы все нормально, автомобиль идет ровно, резину не хавает, а, собственно, что еще нужно для того, чтобы безопасно передвигаться на этом автомобиле. Передние тормоза двухпоршневые, спереди амортизатор, видите, мы немножко его завысили, где-то сантиметров на 7, такими проставками характерными. Две пластины слева и справа. И автомобиль стал так, как должен стоять. Почему? Потому что клиренс спереди за счет вот этой вот защиты, он, конечно, хотелось бы, чтобы был больше. Но, в принципе, даже если я где-то ударяюсь о какую-то кочку, вот эта защита, она защищает вообще на все 100%. Толщина ее что-то в районе 4 мм. Сварено с черного металла, делали все это тоже сами. Вот, и обращу ваше внимание, что защита сухая, защита коробки сухая, редуктор немножко поплывший, но это я менял абсолютно недавно, 2 сальника, потому как протекали сальники на редукторе. Вот, сейчас здесь все абсолютно тоже сухо, нигде ничего не течет. Автомобиль, в принципе, даже и масло не хавает, что удивительно. Ну, конечно, если ты будешь на нем валить 5000 постоянно, то даже не жрущая машина тебя сожрет масло, так или иначе. Крепление переднего подрамника было осуществлено следующим образом. У нас вот здесь вот идет интегрированная рама, она уже соединена с брызговиком кузова. Вот. И в эту интегрированную раму делали специальный короб, в нем вваривались специальные гайки, ну и прикручивались болтами. В принципе, ничего не сложного, тут больше возни, скорее всего, наверное, по выставлению этого всего. И как бы не было никаких смещений, которые впоследствии будут тупо жрать резину и доставлять какие-то нюансы и дефекты в эксплуатации. Так, ну вот и от Жени поступил вопрос, с какими трудностями, в принципе, мы столкнулись в момент создания этого автомобиля. От самого начала и до самого конца на каждом этапе были трудности. В мотор, хотя вроде бы и казалось, взяли тачку, все было хорошо, все она работала, нам его заводили, были проблемы. Его нужно было перебирать. Не полностью, но в мотор нужно было влазить. В коробку, казалось бы, тоже было исправно. Ну, проверить ты никак не проверишь. Были проблемы. С каждым элементом, который мы здесь делали, были проблемы. От стаканов они не становились, соответственно, нужно было там что-то придумывать, до салона, до тоннеля и так далее и тому подобное. В конце просто хочу сказать следующее, что каждая сложность, ну так или иначе, она тебя прокачивает. Поэтому, если вы хотите что-то строить, или у вас есть возможность, к примеру, купить уже нормальное, нужно в первую очередь понимать для чего. Если ты просто наездник, то, конечно же, лучше для тебя просто купить и не забивать себе голову. Но если ты какой-то кулибин, которому нравится строить, нравится что-то изобретать, то, понятное дело, конечно, нужно строить. И никто не говорит, что у тебя все получится. И никто не говорит, что будет легко. Но, жизнь на то и жизнь, чтобы сталкиваться с какими-то проблемами и их решать. И только тогда у тебя будет что-то как-то двигаться в правильном русле. Ну, на этом, в принципе, все. Я, честно говоря, не жалею. Тачка прикольная. Ездить мне на ней нравится. А что самое главное? Самое главное – внутреннее состояние. Спокойное внутреннее состояние. Так что, ребята, как-то так. Подписка, лайк, колокольчик с вас обязателен. Пока.
Жре и пре. Значит, прет она, я, честно говоря, не знаю, ну, 110-120 на ней ехать, в принципе, нормально. Ну, на 110, в принципе, одной рукой ты едешь, вращаешь, ну, отлично себя чувствуешь. Ну, единственное, шумновато, конечно, потому что все-таки это Таврия, там сквозняков хватает. Вот, ну, по расходу я точно сказать не могу, но мне кажется, где-то литров 12 стабильных она хавает. Если валить только по трассе, то, ну, литров 8 будет хавать. Вот. А так как у меня ритм все время либо бездорожье, либо по городу, а по городу я больше какими-то дворами езжу, там, от дома на работу, да, от работы домой, по факту всегда вторая, третья, первая. Ну, то есть я даже толком ее нигде не разгоняю, поэтому как бы и расход такой. Ну, понятное дело, у внедорожника, у полноприводного автомобиля расход в 12 литров – это норма. Вот это я понимаю кайф, ребята. А не эти ваши там Венеции, Италии. Все это не настоящее, искусственное. Вот она красота. Вот это вот настоящее первозданное.